Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить простой и очень вкусный шоколадный торт. Нежнейший крем, идеально пропитанные насыщенно-шоколадные коржи. Великолепное сочетание вкусов горького и молочного шоколада. При этом торт получается низкокалорийный. Соединяем в чаше 250 грамм яблочного пюре. У меня детское пюре из баночки. 190 грамм греческого йогурта. Пропорции йогурта и пюре при желании можно менять. 30 грамм жидкого растительного масла и 2 яйца. Размешиваем. Сухие ингредиенты очень удобно объединить сразу в сите. Понадобится 110 грамм цельнозерновых видов муки. У меня мука зеленой гречки, соевая и немного тыквенной муки. Соевая и тыквенная содержат очень много белка, а также все эти виды муки имеют богатый витаминно-минеральный состав. Кстати, вместо тыквенной здесь прекрасно подойдет более доступная льняная мука. Сюда же добавляем 35 грамм какао, подсластитель, немного соли и 20 грамм разрыхлителя. Все сухие ингредиенты я частями просеиваю к жидким. Таким образом их очень легко будет промешать просто венчиком. Перемешиваем до однородности. Я буду выпекать в кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Внутрь прокладываю круг пекарской бумаги. Перекладываем тесто в форму и отправляем в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку примерно на 1 час. Для крема на водяную баню ставим 150 грамм горького шоколада без сахара. Важно, чтобы чаша с шоколадом не соприкасалась с кипятком. Можно использовать и молочный шоколад, либо их смесь. Когда шоколад полностью растопится, добавляем к нему 50 грамм теплого молока. И тщательно размешиваем. Если у вас только молочный шоколад, то молоко добавлять не нужно. К этому шоколаду порциями перекладываем мягкий творог. Важно, чтобы он не был холодным. И каждый раз тщательно размешиваем. Мягкий творог я не отвешивала, но слила лишнюю жидкость из упаковки. Суммарно понадобится 700 грамм мягкого творога. Тщательно перемешиваем крем до полной однородности. Если вы не любите творог, то рекомендую вам заменить его на пробитую блендером рикотту. В варианте с мягким творогом этот крем получается наиболее близок по вкусу к шоколадному крем-чизу. Получается вот такой мягкий крем. Добавляем в него подсластитель по вкусу, размешиваем. Перекладываем готовый крем в кондитерские мешки. Я накладываю в один мешок 700 грамм крема, он пойдет внутрь торта, и оставшийся крем в другой мешок, этот крем пойдет на покрытие. Храним крем в холодильнике до сборки торта. Когда корж испекся, вынимаем его из духовки. Готовность обязательно проверьте деревянной шпажкой. Снимаем фольгу, бумагу для выпечки. Проходимся ножом по краю формы. Вынимаем корж. Едва теплым заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 4-5 часов в холодильнике. Когда корж настоялся, равномерно пропитался влагой, снимаем пленку. Срезаем неровную шапочку. И оставшийся корж разрезаем на 3 равных по высоте коржа. Получаются очень мягкие, влажные шоколадные коржи. Они даже не требуют пропитки, вполне самодостаточные. Для сборки торта на подложку ставим то же кольцо, в котором выпекался корж. Внутрь кладем ацетатную ленту. На подложку выкладываем каплю крема, чтобы хорошо зафиксировать торт. Кладем нижний корж. Пропитывать корж не нужно. 300 грамм крема. Крем, как видите, уже неплохо застыл после нескольких часов в холодильнике. Разравниваем. Выкладываем второй корж, прижимаем и еще 300 грамм крема.
Разравниваем. Накрываем третьим коржом и выкладываем на него оставшийся крем. Осталось около 100 грамм, и этот крем нужен здесь, чтобы верхний корж тоже немного пропитался. Плюс потом будет проще покрывать торт. Распределяем крем, накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник настаиваться как минимум на 4 часа. По прошествии этого времени снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. Покрываем торт сбоку тонким слоем крема. Этот крем не слишком стабилен и не предназначен для покрытия толстым слоем, но тонкий слой спокойно продержится. Выравниваем торт сбоку и сверху. Еще раз сбоку и еще раз сверху. Для декора я сегодня использую мелкую шоколадную крошку. Для этих целей мне удалось найти молочный шоколад в каплях без сахара. Покрываю торт со всех сторон, прижимаю. Там, где нужно, добавляю капельки шоколада. Верхушку оставляю без покрытия, а можно покрыть ее шоколадной глазурью, тоже будет красиво. Торт готов. Вот такой простой, но в то же время необычный декор. Давайте его разрежем. Внутри мягкие, влажные, насыщенно шоколадные коржи и вкусный крем на горьком шоколаде. Это супер шоколадно! Мне очень нравится, как горько-шоколадный вкус в этом торте дополняется молочным шоколадом в декоре. Вместе эти два вида шоколада идеально сочетаются. Это очень вкусно! Коржи приятно рассыпчатые и мягкие. Благодаря нежному крему идеально пропитанные. Калорийность очень низкая для такого вкуса и текстуры. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!